А теперь по безопасности хочу сказать. Это вот воспоминания его однокурсника. Вот. Я, кстати, не знал, Сахаров, оказывается, закончил МГУ в 1942 году, а поступил в 1938. Вот. И вот Левин, они в разных группах были, но на одном курсе МГУ. Значит, когда Сахаров вышел оттуда с Горького, вот, он очень интересовался Чернобылем, катастрофой Чернобыля. Вот. И Левин ему показал статью Легасова. Называлась она так: «Нужно ли знать меру в обеспечении безопасности?» Интересное название, да? Да. Так вот, это 1984 год, и это Легасов. И у него еще два было там соавтора, но не академики. Академик он один был. И Легасов в этой статье показывал, доказывал, что нужно знать меру в обеспечении безопасности. Вот. Потому что и приводил слова леди Макбет Шекспира. Вот. Слова следующие. «Известно всем, что безопасность всех смертных самый верный, самый первый враг». И вот отсюда он плясал, что безопасность, она входит как один из компонентов в сооружение эксплуатации атомного блока, и оптимизацию надо проводить по сумме, а не по безопасности, по сумме. Вот. 1984 год. Ну, Левин написал статью, что, во-первых, эта цитата к Шекспиру никакого отношения не имеет. Вот. Леди Макбет никогда ничего подобного не говорила. Вот. Я с этим залез, естественно, к Шекспиру, к нашим переводчикам. Вот. И тот же Левин говорит, что security, а у Шекспира, да, есть вот подобная фраза со словом security. Вот. Security сегодня – это безопасность. А во времена Шекспира это было легкомыслие и самонадеянность. Так вот, ни один из переводчиков Шекспира, и слова это не Макбет, вот, а Геката, ведьма. Вот. Макбет, она защищала своего мужа, а эта Геката как раз была против. Вот. Так вот, Геката, она говорит в переводе Лозинского: «Самый злобный враг людской – самонадеянный покой». Security – самонадеянность. Да? Вот. Пастернак. «Людей погибель в похвальбе, в уверенности их в себе». То же самое значение, да? Вот. И Корнеев, я не знаю этого переводчика, «И гибель ждет его, как всех, кто слишком верит в свой успех». Вот. Поэтому у меня, ну не только у меня, а у Левина, это, я полностью разделяю его мнение, подозрение следующее, что эту фразу с Шекспира перевели физики сегодняшние, которые знают, что такое security, но не знают, что это было. Да. То есть, ну вот, опять-таки, спасибо этому исследователю, я много чего интересного для себя увидел. Вот. А по сути, по безопасности, Легасов в 1984 году доказывал, вот, что нужно ли знать меру. То есть не надо знать меру в безопасности. Вот. Вот. Ну, есть безопасность, есть. Вот. Ну и, как я понимаю, доказал в 1984 году. В 1986 году он столкнулся с реальной отсутствием безопасности или нарушением всяких норм, правил и прочее по безопасности. И, как я понимаю, переосмыслил все это дело. И он же настаивал в 1986 году, что в Союзе надо создать институт по не по ядерной и не по радиационной, а институт по безопасности. По всей промышленности, по всякой промышленности. Вот.
но не создали. Вот. Ему пообещали, прочее, поэтому вот то, что он покончил жизнь самоубийством, я думаю, это он просто надломился уже. Плюс к этому в его академической среде он стал белой вороной. Вот. Его не принимали. Вот. Его дважды Рыжков представлял на героя, Горбачев дважды это вычеркивал, и Рыжков у себя говорит там, что когда он спросил Горбачева, как, почему, вот, он говорит, некоторые академики против. Поэтому вот, ну, дошел до этого. Для меня вот в этой ситуации, всей в этой вообще, ну, ситуации, в 1984 году он был убежден, что безопасность это рядовая вещь, вот, среди всяких процессов, процедур на атомной станции. А после аварии чернобыльской он понял, что вот, безопасность это. И после этого, после Чернобыля, появился официальная культура безопасности, где первая строчка идет, прежде всего. Вот. Прежде всего, безопасность, а остальное потом приложится. И вот этот его душевный надлом, прочее, я думаю, и в конце концов привел к его концу, к этому. То есть вот это все в условиях, которые созданы властью. Дальше эта власть соответствующим образом настроила общество, всю общественность, что у нас все хорошо. Все замечательно, безопасно. Бывают отдельные недостатки, это, что не удается скрыть. Бывает. То, что скрыло, ну, значит, не было. Значит, не было. Вот. А теперь, что меня вот... Почему я хочу вот побыстрее это все и озвучить, и пишу сейчас везде. У нас в Украине сейчас не создаются, а созданы условия для серьезной, крупной аварии на атомном блоке. Вот. И Чернобыль тоже. Вот. Созданы эти условия. Вот. Какие это условия? Опять первое. Вот. Вся пресса, вся общественность, все так называемые эксперты, вот, которые никогда на атомной станции не работали, но они эксперты по атомным блокам, вот, уверяют, что у нас все безопасно. Украинская атомная энергетика недосягаемых высот достигла в части безопасности. Мы безопасны. И вот в этой части очень характерно, опять-таки, вот, я не буду называть фамилию, он уже умер, вот, трагически погиб. Вот. Но на сайте Аяра, где Яру сейчас, да, вот, у них там появилось маленькое такое сообщение, что вот французы докладывали, что у них или в 18 или в 17, я не помню год публикации вот этой, вот, но в предыдущем году вот, было 1200 там с какой-то мелочью нарушений у Франции на атомный блок. Тут же появляется запись, а вот это я буду называть, Плачкова, вот, головы нашей инспекции. Он пишет, почти дословно, а у нас 17. Я ему пишу, это то, что вам не удалось скрыть. Он мне не ответил. У нас, конечно, эти 1000 все есть. И они, кстати, зафиксированы в протоколах, в предписаниях. Всех инспекторов, всех, кто же их же никто не систематизирует. Они же вот так булькнули в это, на ту станцию, где это написано, булькнули и с приветом. Вот. Поэтому я убежден в том, что у нас сейчас отсутствует регулятор. Это очень серьезное отсутствие и очень серьезное обвинение. Поэтому, опять-таки, ну это, скажем, лирика с этими Франциями, Украиной, нарушениями. Вот. А теперь вот та реальность. Я же член громадской рады при Аяре. Вот. И на предыдущей громадской раде, вот, даты я сейчас не помню, но на предыдущей громадской раде Плачков вот, нам докладывает, что диспетчера грубо начинают регулировать мощностью атомных блоков. А у нас, это он все говорит, а у нас только 2 блока в проекте предусмотрены для регулирования.
Это третий блок Ровенской и второй блок Хмельницкой. Все остальные блоки в проекте базовые. Раз. Эти два блока не имеют разрешения регулятора на регулирование. То есть у нас ни один блок не может участвовать в регулировании частоты. Атомный блок ни один не может участвовать. Плачков нам заявляет, что диспетчера начали в диапазоне 100-200 мегаватт регулировать. Первое. На это наша редакция Громадской Рады была следующая, что давайте мы на следующее заседание соберем Укрэнерго, где диспетчера, НАЭК, ну и Плачков, мы же при нем, вот, и обсудим эту ситуацию. И мы записали, по-моему, на последнем заседании, я предложил, не предложил, мы рекомендуем. Вот. Мы рекомендовали, мы записали в протокол, мы рекомендовали регулятору и НАЭКу, и Укрэнерго создать положение о правах и обязанностях диспетчера, о взаимоотношениях диспетчера с атомными блоками. Вот. То есть, выходит, до сих пор его нет? Нет, конечно, а кто про это думал? Его не было в Советском Союзе, сейчас его нет. А Чернобыль ведь ничему не научил. То, что я говорю про диспетчера, это же все молчат. Записали мы. Вот. Плачков сейчас в отпуске, у нас в сентябре будет заседание, ну, до чего-то мы договоримся. Вот. То есть я же просто сейчас с этого не слезу уже. Дальше тот же самый Плачков, на том же самом заседании, нам начинает рассказывать. А как раз перед этим правительство перенесло срок окончания программы повышения безопасности атомных станций на 2023 год. А в 2020 он должен был закончиться. Плачков нам рассказывает. Программа не выполняется, НАЭК не выполняет сроки. Программа вот на сейчас июль, на июнь вот, выполнена на 67%. Вот. Там 400 с чем-то мероприятий перенесены, ну не выполнены, перенесены. Ну и вот он так это уверенно, он все рассказывает, вот, до тех пор, пока ему сказал, так подожди, как его, Григорий Иванович, так вы же все согласовываете. Переносы. Да, без вас же никак. После этого молчание у нас было, но дальше мы уже работали. Мы ему написали, вот, рекомендовать ДИАРУ ужесточить свое отношение к переносам сроков. То есть регулятор у нас слабый. Ну, есть он, ну, слабый. Вот. И еще одно. Главного державного у нас нет инспектора. В октябре будет 5 лет. Как его нет? И он никому не нужен. Он Плачкову не нужен. Потому что Плачков сейчас рулит инспекцией, хотя по закону он не имеет права вообще рулить тут там. Вот. Плачкову не нужен. Правительству и прочим он тоже не нужен. Зачем еще иметь головную боль, которая будет там говорить? Гашев-то погорел на том, что он засомневался, правильно ли мы провели испытания и правильно ли мы внедряем Вестингауза топливо. Вот. Ну, засомневался, ему тут же как раз революция гидности, тут же ему приписали, что он при Яценюке Януковиче работал, и по иллюстрации убрали. А он был главным инспектором? Он был главный державный инспектор. Так вот он нет. А Плачков, когда собирается с этими, тоже они державные, только не головные, державные инспектора, вот, он им говорит, наша задача, чтобы блоки работали и проекты выполнялись. Где там безопасность? Где там культура эта, которая сейчас каждый дурачок говорит про эту культуру безопасности, не понимая, что это такое. Последнее к этому же регулятору. Башко начал, а Плачков завершил. Они ликвидировали державную инспекцию на площадке Чернобыльской атомной. На площадке Чернобыльской атомной сейчас нет державных инспекторов. Они сидят тут, у нас. В городе. В этом, на Медвежье там сидят. Помещение у них. А вместо этого образовали региональную державную инспекцию по зоне отчуждения. По зоне отчуждения, в том числе ЧАЭС зоне. Вот. Так вот, чтобы я с этими ребятами уже встречался и, конечно, разговаривал. Вот. Ну,
бросили их так. Чтобы он поехал на станцию, ему надо разрешение станции. Можно я приеду, вас проконтролирую? Поэтому, опять-таки, условия какие. Общественное мнение у нас все безопасно. Вот. Регулятора нет, программа повышения безопасности не выполняется. Это он только нам говорит на громадской раде. Вот. Мы, кстати, мы напишем открытое письмо на эту тему еще. И третье. Сейчас тоже началась борьба за выработку. То есть идет сокращение ремонтов. То есть сейчас культура безопасности это когда с трибуны кто-то говорит, а когда реально идут, то делает все, чтобы вообще ремонты в графике сокращают вначале, вот, а потом уже из этого графика еще по реальности. Большей частью это идет инициатива со станции. Вот. Сокращайте, давайте это, от руководства опять, конечно. И таким образом мы сейчас полностью повторяем те условия, которые были в Советском Союзе созданы. И которые привели вначале к Ленинграду. Маленькая авария в Средмаше удалось скрыть. Хотя они, опять-таки, я это видел, они там прилично сосновый бор загрязнили. Но это ихнее же все, Средмашевское. Поэтому кто про это знает. Сейчас у нас вот это повторяется. То есть, я далек от смысла, что это сознательно делается. Это делается по незнанию. Вот. Никто, за исключением Кучмы, который не знал, но понимал хотя бы, когда ему объясняешь, он понимает, что ему говорят. А остальные ведь совершенно ничего не понимают. Хоть ты ему что, рассказывай, как на китайской мове говоришь ему. Вот. Один черт, он не понимает, что ты ему говоришь. Вот. Это власть. Вот. И дальше эта власть, она же дальше распространяется. И вот эта власть привела к нам вот этого исполняющего обязанности, который сюда назначен только с целью продажи металла. Вот. Сейчас нужен умелец. Я думаю, он на станции появится такой умелец, вот, который вот эти условия реализует в аварию. Так а на станции это что еще может? Облучить, переблучить людей, там, чтобы 2 пальца об асфальт. Это только Хаят. С Хаятом они вообще застряли. Вот. Не, на станции, ладно, ты вспомнил станции, я тебе сейчас тоже про станцию расскажу, про культуру безопасности. На станции сейчас экскурсии проводят, знаешь, да? Вот. Так вот, на блочном щите номер 2. Экскурсия скандинавов. Я интересовался, я не хочу сейчас фамилию называть, хорошие ребята, лоханулись. Привела их, я не помню, как ее зовут, это вот девочка там у них, которая, ты тоже не знаешь, наверное, она у Медведя, по-моему, водили. Водят экскурсии по станции. На блочном щите начальник смены, какой-то старший инженер, я не знаю, кто у них сейчас на блочник сидит. Вот. 2 человека. 2 человека, да. Начальник и кто-то из этих старших. Вот. Сидят за столом, конечно, эти друзья по блочному, селфи эти делают. Вот. И один паренек, не паренек, а хороший парень, вот, к панелям подошел электрическим, вот, и селфи делает. И какого-то черта он 5-й точкой начал, под селфи, там что-то, как-то ему подстроиться надо было. Вот. А там же ключи, ты знаешь, такие эти ключи, выпирающие ключ, он поворачивается. Повернул ключ, вот, обесточил секцию 6 киловольт. Вот. Аварийное освещение, пожалуйста, все там, аварийные звоночки, авария, да? Все в прострации, тех-то понятно, вот. А эти тоже, которые дежурный персонал. Вот. Я спрашиваю начальника, так вы приказ-то будете сдавать по этому? Они, конечно, это вообще нигде не осветили, ее нет. Да. Ее нет. Я говорю, вы хоть приказ-то будете издавать? Говорю, нельзя же пропускать такие вещи. Вот. Он так задумчиво, да, надо издать. Ладно, мы ее накажем, вот эту девочку. Я говорю, да ты что? Причем тут девочка? У тебя там начальник смены сидит. И допустил, чтобы по блочному счету болтались люди.
Вот культура безопасности. Поэтому вот при таком отношении к безопасности люди просто не понимают. Вот твоя же первая реакция тоже, ну что там может произойти? Ну да, в принципе. Все безопасно. Вот. Произойти там черти шо может быть. Не хочу я перечислять и накаркать. Объект по-прежнему опасен. Ну, сам объект, да. Вот. И чем дальше, тем... Вот. Ну ладно, это другая тема. Дойдем до нее. Поэтому я про это уже писал. А дальше буду опять писать. Потому что ждать-то... Кабинет новый у нас появится, ну, в лучшем случае в августе где-то. Вот. Ну да. Вот. Я ж не знаю, это завтра будет или через год. Это ж... Ну, но условия созданы. Причем везде, не только на ЧАЭС. А на ЧАЭСе это вообще уникальные условия созданы. Там полностью отсутствует всякий контроль. Абсолютно отсутствует. А управляет человек, который просто ничего не знает. Все. Так, а уроки? Так вот это уроки и есть. Я только слово уроки не говорю. Ну давай итог подведем. Итог, да. Давай итог. Так, уроки Чернобыля. Первый и основной урок. Вот. Что безопасность прежде всего, и это самое главное, что должно быть обеспечено на атомном блоке. Без разницы, кстати, работающим или выводимым с эксплуатации, должна быть обеспечена безопасность. Этот основной урок пока никем не... Про верха я вообще не говорю, там темные люди сидят. Вот. А он даже в НАЭКе не усвоен. То есть он не усвоен. То есть, как я понимаю, сейчас техническая учеба, как вот в наши времена было, она или вообще не проводится, я просто не знаю. Вот. Либо проводится для галочки, разговор о женщинах идет. Потому что люди просто не знают, не понимают, что такое безопасность. Один первый урок. Вот. Остальные уроки, они отсюда пляшут. Вот. Если ты соблюдаешь безопасность, то не может быть тариф на атомные блоки в 3 раза ниже, чем тариф на тепловой блок. Вот. Это в принципе не может быть, если ты действительно думаешь о безопасности. Вот. Кстати, на НАЭК-то можно, конечно, бочку катить, но ему же в тариф не включали деньги на повышение безопасности. Он брал кредиты, а кредиты откуда отдавать? В тарифе их тоже нет. То есть я неоднократно, я писал уже, не помню, я давно писал про это, что НАЭК хотят банкротить. Вот. Ну и дальше олигархов-то у нас полно. Кто-то из них, значит, захотел у себя иметь вместо футбольной команды еще и атомные блоки. Вот. Престижно. Вот. Самое основное понять, что все атомные блоки и стоящий атомный блок, он опасен. И принимать все меры, в первую очередь, не для того, вот как там шум поднимают, там персоналу, зарплату повышать надо повышать зарплату. Вот. Но прежде всего надо выполнить, меня бесит, вот есть программа, правительством утвержденная программа, она не выполняется. Ну и что мы дальше разговариваем? О какой безопасности мы разговариваем? О какой культуре, о какой это самое? Люди, президент НАЭКа, президенту в колокола надо сейчас везде бить. Голове регулятора не нам рассказывать, а в колокола везде бить. Прессе рассказывать, что бардак творится в стране. Не выполняется программа безопасности. Блоки стоят опасные, а не безопасные. Но тишина ведь. Кресло, оно же дороже слов. А новый безопасный конфаймент безопасен? Значит, по новому безопасному конфайменту. Не знаю, как они будут, кроме
резать ленточки, как они там будут подписывать чего. Вот. Нуарка. Вот. Межарочное такое пространство есть, кольцевое это пространство. Вот. В нем должно быть давление 80-100 килопаскаль. Вот. Они сейчас только 20 могут набрать. А больше не набирается. Течет, уходит воздух. Это первое, так помнить. Теперь по проекту, когда здесь должен было быть 80-100, по проекту, вот, при смерче, когда смерч проходит через это, вот, идет вынос активности за 30-ку. Я про зону не говорю, там в зоне и больше годовой получают, но это зона, персонал, люди знали, куда они идут. И это. Вот. За 30-ку. Вот. Вынос активности. Вот. И я почему-то раньше как-то не обратил на это внимание. Вот. Не только вынос активности, вот, а и заражение поверхности. Вот. И в следе вот, нужно будет эвакуировать население и расширять зону отчуждения. Еще один нюанс. Сейчас зольный вынос с объекта это стронций, цезий, вот, и дальше все эти трансураны идут. Я цифры не помню, я могу тебе потом их посмотреть, сказать. Вот, это вообще важно сказать. Вот. Стронций цезий 30 лет, да, период распада, а все те 1000. Вот. И поэтому сейчас с каждым годом процентное содержание альфа-содержащих увеличивается. То есть вот этот вынос с каждым годом становится опаснее. Это что же надо понимать? Какая сейчас утечка? Они там испытания какие-то делали. Нету цифр. Нет. И как мне ребята с ГУПа говорят, еще не посчитали. Поэтому в проекте вот есть такие, это при смерчи и при обрушениях, вот когда в подаркой, при землетрясении, скажем, что-то рухнет, вот, опять-таки пол-потолок 8 килограмм пыли поднимется. Вот. Я вообще удивлялся вот этим умельцам, которые, 8 килограмм. Давай напишем 8. Вот. А сейчас пылеобразование же идет. Это что же многие знают и понимают. И поэтому 8 в нулевых годах, где-то в 30-х это будут другие цифры совсем. Вот. Бог с ним. Вот эти загрязнения и там двойная доза идет для населения, 2 миллизиверта идет для первый год для населения. Но основное это для меня не это, а эвакуация населения. Вот. А кто сейчас начинает заниматься топливом? Еще Клюев, когда был при Януковиче, я с Клюева начинал, что давайте тендер проведем, давайте ТЭВО сделаем по обращению с топливосодержащими. Вот. Нынешние ребята, которые на ЧАЭСе говорят, вот, а мы мало знаем, вот, рано нам еще проводить. Вот. Я возмутился, тогда говорю, да вы что, ребята, а мы в 90-м году много знали, а мы вам 2 миллиарда принесли на этом своем незнании. Сделали СИП. Делать надо. Я мало знаю. Так вы же не занимаетесь, денег-то не дают на исследования. Ведь по-прежнему данными Бравова, по-прежнему этими данными 80-х, 90-х годов пользуются, когда называют цифры, где, сколько, чего лежит. Все. Объект укрытия это вообще черный такой ящик, и что оттуда, когда выскочит, и что выскочит. Вот об этом мы в следующий раз и поговорим. Как появился РБМК? Вот. Вызывает их Хрущев. Их это Александрова и Славского. Вот. И говорит, как это так? Мы первые в мире пустили, а американцы сейчас нас обогнали. Вот. Александров ему начинает объяснять, что у нас вот промышленные на Плутоне работают,
Вот. А к мирной мы не готовы, мы корпуса не можем делать. Вот. И Александр дальше пишет, вот смотрю, говорит, на него и вижу, он не понимает, что я ему говорю. И дальше, ну, Александр говорит, я не буду все время говорить, что это Александр говорит. И дальше он говорит, когда Хрущев начинает волноваться, он переходит на украинскую мову. Вот. И дальше по-украински, я не все помню, вот, что не черт, бисовые диты. Вот. Сделайте нам реактор, иначе я ваши партквитки заберу. Вот. Ну, говорит, пошли мы со Славским к Александрову домой, сидим, телевизор работает, соображаем, ну, что делать? Да, делать-то надо что-то, а чего делать-то? Не готовы. Вот. Славский вдруг кричит, вот, о, смотри, Райкин рассказывает там. Райкин говорит, смотри, вот балерина, крутится. Нет бы к ей динамо подключить и вырабатывать электроэнергию. Вот. Славский говорит, так давай мы это, мы же уже крутимся с тобой, давай подключим динамо. Вот. И вот они сделали эту сибирскую, она закрытая в Томске. Вот. Ну, просто к этому промышленному аппарату турбинку приделали. И я не помню мощность ее. Вот. Седок, кстати, там работал. Вот. И отчитались. Вот. А эти самые корпусов как не было, так и нет. И Жора один корпус в год может делать. А Тамаш только площадку там равняли, когда он еще появится. Появился РВМК. Чисто промышленный аппарат. Бескорпусной. Размноженный, это. Нет, сначала появилась АМБ на Белоярке. Да. Забыл я эту необходимый переходной этап. Да, АМБ появился. Ну, мы же быстро наелись на АМБ. Вот я страшно доволен. Вот, все-таки на Белоярке очень квалифицированный персонал был.